Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в раздел с плейлистами. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Вы для себя обязательно что-нибудь найдете интересное. Отдельный привет! Слова благодарности своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши лайки, комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. С ними мы уже работали, даже с такой палитрой работали. Новички, кто еще не работал, знакомьтесь. Называются они Alize Angora Gold. Идем дальше. Моточки по 100 грамм, 100 граммах 550 метров. Дальше по составу. Так, это 80% акрил, 20% шерсть. И советуют нам здесь брать крючок от 2 до 4. Пока не забыла, сразу же назову цвет. Так, смотрите, 312. На камеру передается, в принципе, так, какой он есть на самом деле. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Вот такая вот моя рабочая лошадка. Крючок номер 3. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть. Все узорчики на канале, они все универсальные. То есть вы можете их вязать из любой пряжи. Из летней, из демисезонной, из зимней. Не обязательно из такой, которую именно показываю я. Но самое главное, прочитайте точно так же инструкцию, аннотацию к пряже, какой вам советуют брать крючок. Правильно подобранный крючок – это очень красивый узорчик в итоге. Ну что, свяжем? Итак, сегодня очень интересная схемка. Я так понимаю, она нарисована, наверное, вручную, возможно. И, ну, в принципе, она читабельная. То есть те, кто умеет работать со схемками, вы все прекрасно поймете. Кто еще пока не умеет работать со схемками, повторяйте просто за руками. Но обязательно смотрите на схемку. Так, то есть мы провязали элемент, посмотрите, как он обозначается. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы быстро научитесь в дальнейшем работать с любыми схемками. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика 9 петелек, ниточка тоненькая. Ну, давайте наберу 4 раппорта, да, чтобы показать все прелести узорчика. Получается 4 × 9, 36 петелек набираю я. Ну, а вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, для начала все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 36 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, что мы делаем. Приступаем непосредственно сразу к узорчику. У многих узорчиках я новичкам советую сделать вспомогательный ряд, но здесь мы немножко по-другому сыграем. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Первые 3 петельки это тоже столбик с накидом, имитация столбика. Накид. В следующую по порядку цепочку, петельку цепочки, нырнули, провязали еще один, точно такой же столбик с накидом. По итогу у нас 3 столбика с накидом, так? Теперь смотрите, что делаем. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. А здесь в цепочке, пожалуйста, будьте внимательны. Мы пропускаем 3 петельки. 1, 2, 3. И в 4-ю, вот в 4-ю накид делаем. Нырнули в 4-ю петельку и провязываем столбик с накидом по 2 петельки. Оп. Вот такое вот получается окошечко, вот с такой вот арочкой у нас получается. Итак, считаем. Первый столбик мы с вами провязали. Дальше идем по порядку. В следующую петельку цепочки, второй столбик. Все столбики с накидом. Накид по порядку. Следующая петелька цепочки. Провязываем третий столбик. Столбик с накидом.
По порядочку, не пропуская, будьте внимательны. Провязываем 4-й столбик с накидом. По порядку. Следующий. Я просто люблю брать по 2 ниточки. Так. 5-й и 6-й. На этом наши столбики здесь заканчиваются. Теперь опять такую же арочку делаем с таким же окошечком. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. А в нашей цепочке пропускаем всего лишь только 3 петельки. По порядку внимательно. 1, 2, 3. И в 4-ю петельку накид провязываем столбик с накидом. И опять провязываем точно так же, вот, как и здесь 6 столбиков. Угу. Давайте, первый провязали. По порядку в следующую петельку цепочки 2-й столбик с накидом. По порядку 3-й столбик с накидом. 4-й. 5-й. И 6-й. Угу. И вот так вот чередуем столбики, окошечки, да, с арочками. Столбики, окошечки до конца ряда. Я думаю, что несложно. Вы справитесь самостоятельно. Так что провязывайте до конца ряда. В конце ряда встретимся. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, окошечки. Заканчивается ряд точно так же, как и начинался. Здесь у нас буквально 3 столбика только. И все. Видите, если вы все правильно посчитали, все правильно провязали, у вас здесь как раз будут петельки для 3 столбиков. Смотрите, схемка это, конечно, хорошо, но будем по ходу ее дорабатывать. Да? Нам нужно переключиться на следующий ряд. Делаем воздушную петельку, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика сделаем столбик без накида. Все, переключились на следующий ряд. Теперь смотрим на схемку и повторяем. Накид. Вот в данную арочку будем провязывать столбики с накидом. Нырнули, вытянули ниточку и провязываем. Первый столбик с накидом. Сюда же 2-й. Сюда же 3-й. 4-й и 5-й. 5 столбиков с накидом. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять возвращаемся сюда же, в это же окошечко, в эту арочку. И провязываем еще 5 столбиков с накидом. 1. Сюда же. 2. Сюда же. 3. 4. И 5. У нас как бы получился вот такой гигантский, да, назовем его веерочек или что это такое, да, с центральной вот такой вот интересной арочкой, петелькой. Дальше смотрим на схемку. Накид. И сразу же перепрыгиваем в следующую арочку, в следующее окошко. И провязываем точно так же. Вначале 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Потом 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И обратно возвращаемся сюда же, провязываем еще 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вот что по итогу у нас получается. Точно так же сразу же перепрыгиваем в следующую арочку и провязываем точно так же 5 столбиков с накидом, 3 воздушные петельки, 5 столбиков с накидом. Все. Несложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. Так, смотрите, вот что у нас по итогу получается. Давайте закончим ряд точно так же, как и начинали. Столбиком без накида. Вот там, где у нас 3 петельки подъема, так, мы сделаем столбик без накида. Все. На этом ряд наш закончен. Дальше переключаемся на следующий ряд. Предлагаю сделать 3 петельки подъема. 1, 2, 3. В схемке у нас не показано. Будем импровизировать, да? Итак, смотрите, дальше. Накид. Пропускаем первые 2 столбика. 1, 2. Начинаем провязывать с 3-го столбика.
в третий столбик делаем столбик с накидом, в четвертый столбик с накидом и в пятый столбик с накидом. То есть у нас получилось здесь всего 3 столбика. Так, 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Перепрыгиваем нашу арочку вот к нашим следующим столбикам. Начинаем с первого провязывать. Первый столбик, над ним столбик с накидом. Над вторым второй столбик. И над третьим третий столбик. Вот такая картина должна по итогу получиться. Первые 2 столбика, а здесь последние 2 столбика мы не провязываем. Угу. Дальше накид и сразу же переключаемся на следующий веерочек. Первые 2 столбика пропускаем, начинаем с третьего. И провязываем. Первый столбик, второй, третий. Угу. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Перепрыгиваем арочку. Вот наши столбики. Начинаем с первого. Первый, второй, третий. Поняли, да? Вот таким вот образом мы провязываем. Вот что у нас по итогу получается. Опять мы оставляем 2 последних столбика. Перепрыгиваем на следующий веерочек. 2 первых столбика мы не провязываем, начинаем с третьего. И вот так вот шагаете до конца ряда. Понятно? Вот что по итогу получается. Несложно. Давайте самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот мы провязали до конца ряда. Вот что по итогу получается. Мы начинали с 3 воздушных петелек подъема, да, имитация столбика с накидом. Значит, закончим. То есть будем импровизировать опять же, да. Закончим столбиком с накидом в столбик без накида предыдущего ряда. Все, ряд наш закончен. Дальше давайте опять сделаем столбик без накида, то есть воздушная петелька, поворот сюда же, верхушку этого столбика, столбик без накида, как мы вот делали до этого. Теперь делаем накид, и вот наша большая вот эта вот арочка, мы в нее провязываем точно так же, как вот во втором ряду, 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Потом точно так же 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять вернулись сюда, в эту же арочку, и провязываем опять 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Видите, мы провязали все то же самое, что вот во втором ряду было. Дальше опять же переключаемся сразу же в большую арочку, пропускаем все наши столбики. И точно так же начинаем провязывать 5 столбиков с накидом, 3 воздушные петельки и 5 столбиков с накидом. Поняли, да? То есть точь-в-точь повторяем наш второй ряд узорчика. 3 воздушные петельки. Здесь вы можете нажимать на паузу, либо вы можете сделать скорость на ваше усмотрение. Просто это уже повтор, поэтому я вот так вот быстро вяжу, да? 4 и 5. Поняли? Все. То есть данный ряд точь-в-точь повторяет второй ряд. Не сложно? Не сложно. Самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встретимся. Давайте. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда. Вот что у нас опять по итогу получается. Начали мы ряд столбиком без накида. Вы смотрите, как вам будет удобно. Можете полустолбиком, можете столбиком с накидом. Ну, я пока оставлю так, вроде неплохо получается. Тут 3 воздушные петельки. Так, и мы в третью воздушную петельку провязываем столбик без накида. На этом мы заканчиваем наш ряд. Дальше опять 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И теперь мы будем с вами повторять точь-в-точь наш вот третий ряд узорчика. То есть мы пропускаем первые 2 столбика 1, 2 и начинаем провязывать с третьего. 3 столбика с накидом. 1,
2, 3. Так. Теперь опять делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Перепрыгиваем на следующие наши столбики, пропускаем вот эту маленькую арочку. И начинаем с первого столбика провязывать 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Потом точно так же 2 последних столбика не провязываем, 2 первых столбика не провязываем, начинаем с третьего. То есть мы повторяем точь-в-точь, как мы вязали с вами. Вот. 1, 2, 1, 2, 3. Получается третий ряд. Поняли, да? То есть в дальнейшем мы с вами повторяем второй, третий, второй, третий, второй, третий, второй, третий, второй, третий. В узорчике всего лишь только 2 ряда. Так что вы уже поняли, как их провязывать. Давайте увеличим наш образец в несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Ну, получится, наверное, очень даже симпатично. Угу. Давайте встречаемся в черницах рядочков. У вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Вот такие вот интересные зигзаги, волны, как их можно назвать, да? Как вам? Всего лишь 2 ряда. Узорчик несложный. Запоминать вообще ничего не надо, да? Вяжется сам по себе, растет очень быстро за счет воздушных петелек. То есть, пожалуйста, забирайте в копилочку ваших узорчиков. Не забывайте, что его можно переворачивать. Так, и у вас могут смотреть ваши все столбики, наоборот, вниз. Возможно, так вам понравится больше. Так вот, на контрасте с белым, да? Если непосредственно вот эти вот большие арочки для вас большие, уменьшайте. Делайте 4 воздушные петельки, делайте 3 воздушные петельки. То есть на ваше усмотрение. Когда вы поймете принцип узорчика, вы уже можете делать так, как вам будет удобно. Столбики у вас могут быть не с одним накидом, а с 2, даже с 3 накидами. То есть все на ваше усмотрение. В зависимости от ниточек. Вот, например, из моих ниточек это может быть палантин, да? А из ваших ниточек это может быть летние какие-то изделия. Те же самые топики, маечки, юбочки, почему бы и нет, да? То есть пробуйте, экспериментируйте, вяжите из любой пряжи. Повторюсь, один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит вообще по-разному. Из вашей пряжи он может выглядеть намного лучше, чем из моей. Правильно же? Так, давайте замерим. Вот так вот тянется. И вот так вот тянется из моей пряжи. Допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. То у меня получается 36 воздушных петелек набирали. Это в данном узорчике будет 18 с хвостиком сантиметров. Так? И тут получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядочков. Давайте померяем самую верхнюю точку, да? Так, это у нас будет 13 сантиметров. И нижнюю, так скажем, точку, это будет 12 сантиметров. Вот, пожалуйста. Узорчик несложный, в копилочку ваших узорчиков вяжите с удовольствием. Так скажем, узорчик отдыхалочка, да? Как вам? Если вы уже данный узорчик знали, да, что-то вязали из него, то пишите нам в комментариях. Нам будет интересно, что вязали, из какой пряжи, что у вас получилось. Но если не вязали, подбрасывайте идейки, что из какой пряжи можно связать. Мы будем читать и вдохновляться. Угу. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. И обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Не забывайте про кнопку спонсорства. Тоже заранее спасибо большое. Надеюсь, видео вам понравилось. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.